Привет, это «Испытание правдой». Здесь я отвечаю на ваши вопросы, испытывая вас на прочность. Если градус правды повысится, у меня всегда есть стоп-слово. Ради бога, флюги Гехаймен. Уверены? Да, прошу вас. Ваше право. Внести флюги Гехаймен! Итак, поехали. Нужно ли бояться искусственного интеллекта? Я думаю, бояться надо отсутствия естественного. Думаю, что искусственный интеллект ничего не изменит в нашей жизни в отношении чего-то глобального. Ну, потому что все, что могли плохого создать люди, они создали и будут продолжать создавать. С другой стороны, все эти технологические новинки, как когда-то создавался интернет, чтобы помочь людям, он им помог. Люди наполнили интернет своим содержанием. И вместо того, чтобы потреблять в огромном количестве знания, они потребляют в огромном количестве информацию. А информация зачастую так себе. Какой губернатор нужен Петербургу? Губернатор. Ну, какой-то нелепый, несуразный, чтобы поржать над ним можно было. Ну, как сейчас. Он же уходить никуда не собирается? Нет? Как назвать компанию? Где-то была рекомендация на этот счет. Там предлагали называть компанию либо на первую, либо на последнюю букву латинского алфавита. Назовите на первую, на последнюю не надо. Душ или ванна? Мне в душе очень хорошо думается. Я поэтому душ принимаю очень долго. Только по этой причине. Где найти любовь? Думаю, что как минимум стоит искать любовь там, где светло. Потому что если найдешь ее там, где темно, потом выведешь на свет и не любовь. Чизкейк или тирамису? Что ж вы меня разрываете-то? Была очень забавная история, как мы ходили в поход с Манхэттена в Нью-Джерси за великолепным чизкейком. Он был действительно великолепный в Cheesecake Factory. Но суть этого похода была такова, что можно было его и не делать. Потому что Cheesecake Factory находилась неподалеку от нашего отеля, просто в книжном магазине. И кто придумал этот оберег от Cheesecake Factory в книжном магазине? Ума не приложу. Помедитируешь со мной? Заманчивое предложение. Давно ищу компанию. Особенно если на этой медитации можно уснуть. Я, в принципе, готов соглашаться на любые предложения, где в итоге можно уснуть. Думаю, что отель Sleep With Me назвали не то что в мою честь, но для меня. Не хочешь выщипать брови? Некоторым-то людям хотел бы выщипать в отместку за что-нибудь. Себе нет. Я ничего плохого не сделал. Себе я могу брови опалить. Ну, не специально, а так, случайно. Всегда интересно даже посмотреть на то, как горит огонь. Ты играл в театре? Играл. Правильно говорится, служил. Нет. Хотя в детстве меня взяли в театральный кружок. Радостный я прибежал домой, позвонил маме.
сказал мама. Поздравь меня, меня взяли в театральный кружок. Мама радостно поделилась новостью с окружающими, моего сына взяли в театральный кружок, ля-ля-ля. Я говорю, мама, здорово, я козел. Как козел? Спросила меня мама. Это была постановка «Кошкин дом». Роль мне досталась не отлепить, не выйти из нее никак. Вопрос от звезды. А как же цирк? Говорят, что в цирке уже все иначе. Но я давно не был. Да и в цирке мне нравились только клоуны. А их сейчас и в жизни. Ого-го. Понял, нет? На этом сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свой комментарий и звоните в колокольчик.